Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это наш еженедельный понедельничный стрим. Вечером, как говорится, расставить все точки над и рассказать вам все то, о чем будут рассказывать всю неделю. Алексей Арестович на связи прямо сейчас. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. На самом деле, таких улыбчивых моментов мало, разве что в начале со всеми поздороваться, сказать, что, как всегда, формат эфира неизменен, активно принимайте в нем участие, будет в конце сессии вопросов и ответов, QR-код, который возле меня, мы с этих вопросов будем начинать. Конечно, QR-код, который возле Алексея Николаевича, это его школа мышления и коммуникации, да? Я уже не употребляю никакого личностного роста. В общем, переходите, наводите камеры смартфонов и интересуйтесь. Так, это школа мышления и коммуникации, которая даст вам личностный рост. Вот, да, то есть... Среди прочего, да. Так что давайте, присоединяйтесь тоже. Вопросы заблаговременно в клубе зрителей Шелеста, закрытый клуб, есть такое сообщество в Телеграм-канале, принимаются. И в абсолютно открытом сообществе YouTube, пожалуйста, оставляйте. И, конечно же, подключим чат трансляции одного канала и второго канала, 100%. Поэтому... Досмотрите до конца, я думаю, будет интересное общение и наша сегодняшняя беседа с Алексеем Николаевичем. Начать традиционно я предлагаю с опроса, который на моем канале. Он звучит следующим образом и максимально... Давайте вот мы сейчас все это обговорим, там перспективы, о фронте тоже много поговорим. Но тут концептуально важна мысль, да, вот понимание. И я вот смотрю пока предварительные результаты опроса. Как интересно все. В общем, назовите год из выбранных, предложенных, из предложенных выберите год, когда Украина, по вашему мнению, свернула не туда. И 4 варианта ответов. Больше не дает YouTube. Поехали. 91-й, 2004, 2014, 2022. Алексей Николаевич, вот с места да в карьер. Назовите. Все варианты. Есть такая опция? Все варианты. Все эти года. А можно посчитать просто все 3-4 года. И будет тот же самый вариант. Все не так. С 91 года все пошло не так сразу, сходу. Так, чик, и не туда. В общем, Но если совсем не туда, то 14, конечно. Ага, я просто... Это я как майдановец со стажем вам говорю, что оно пошло не туда. Погодите, вы Майдана антимайдановец. Первый я раз был антимайдановец, второй я был вполне себе сбоку припеку, но майдановец. Вот поэтому, как специалист по двум Майданам, могу вам сказать, что оба не туда. В общем, друзья, голосуйте. Я теперь меньше удивлен пока предварительным результатом. Давайте в конце эфира мы к этому вернемся вопросу по поводу поворота Украины и обсудим, происходящее, происходящее событие, которое абсолютно кажется нам разворотом в обратную сторону от мирных любых треков и каких-то договоренностей. Символом этого со вчерашнего дня является горящий кабинет министров. Представляете? Целый Искандер. Может, не целый обломок туда угодил. Значит, Свериденко вчера она примчалась сама, сегодня поводила дипломатов. И это преподносится как определенный повод, конечно, ввести зловещие санкции, надавить на Россию, помочь еще больше деньгами Украине. И вообще, станет ли символом этот Искандер и этот горящий Кабмин, такого нового этапа войны? То есть войны уже... когда бегун бежит по дорожке беговой, а потом все, он уже падает замертво, а тут открывается второе дыхание, и он как попер. Это об этом? Давайте так. Если бы это была армейская сводка, написать надо было бы так. В результате комбинированной дроновой атаки было повреждено здание Кабмина, бла-бла-бла. То, что нам показали там какие-то обломки и сказали, что это Искандер, который только не взорвался, это, давайте так скажем, деликатно, я думаю, это скорее версия, нежели сверкающая в безднах там истина. Почему? Потому что при всем уважении к зданию Кабмина, которое строили в конце 30-х, а тогда умели строить, и метровым стенам, Искандер бы, даже не разорвавшись, развалил бы побольше. Как мне кажется. Хорошо. Допустим, эта часть упала. Тогда вопрос, а куда летела целая?
Третий вопрос. А зачем бить по Кабмину? Что такого решает Кабмин? Что прямо их наказывает целым Искандером? Ну, теоретически можно в офис, теоретически можно в парламент. Я вот пытаюсь мыслить, да, поставить себя на место противника. Ну, при выборе цели. Разве что. Ну, вот убить симпатичную Юлию Свириденко, ну, это как-то Так она огромно. ночью, она же ночью дома. Да, она ночью там не работает, да и на голову не налазит, да. Ну что, разве что это типа искали компромисс. Одни говорили, давайте по офису врежем, другие говорили, давайте по Верховной Раде. Потом, да, давайте по Кабмину, он посередине. Предупреждение будет и тем, и тем. Ну вот, разве что в таком варианте. Я не понимаю, зачем бить по Кабмину. Что решает Кабмин в этой стране? Кабмин – это ксерокс того, что производится, решений, которые производятся в офисе. Наказать ксерокс – странная идея. Поэтому цель этого попадания, мотив этого попадания, было ли само попадание, было, что это было, целевое, прямое попадание, либо свалились обломки, либо еще что-то, для нас останется загадкой. Нам показывают декорацию. На ней написаны страшные слова, давайте их накажем, они по нам, гады, сволочи, по Кабмину, вот так вот по-живому и так далее. Как оно на самом деле, кто его знает. Ну, понятно, что есть эксклюзивные версии, что так, ну, нашли бы сразу вчера, как только погасили. Погасили-то достаточно долгое время назад, а нашли эти обломки, показали только сегодня вот этим дипломатам. Во-первых, Искандер, понятно, да, что за вооружение, да, там часть, а пожар из-за чего? Из-за ракетного топлива, из двигателя. В общем, версия интересная, но что она нам дает? Сразу вот удар, который, во-первых, продлевает войну. Ну, то есть, смотрите, о чем с ними можно договариваться, они по нашему Кабмину бьют. Дальше я слышу и вижу, я думаю, вы тоже видите в соцсетях разных там околовоенных комментаторов, экспертов. О, сейчас мы ударим по Кремлю, по зданию МИД, сейчас как начнется. Возникает важный вопрос. Вот он на самом деле важный. Это эскалация, которая нас ждет этой осенью, она будет абсолютной или вот тоже декоративной? Абсолютное в смысле снятия изменения правил применения огня Да. обеими сторонами. Выход за священное табу этой войны «не бьем по правительственным кварталам». Ну, я напоминаю, что Украина наносила удар по Кремлю. Помните, был беспилотник такой в 23-м, по-моему, даже в 22-м, каком там он был, прилетел. И россияне после этого не изменили правила. Россияне очень нудные. Они, если что придумали, они так и едут обычно, да. И их сбить очень трудно с толку. В этом их неинтересность для современной медийной повестки, и в этом их сила для всемирной исторической борьбы. Потому что они не умеют в пиар, но зато они умеют давить бульдозер. Версия заговорщицкая, что теперь мы разрешим себе бить по Кремлю и по их по Кабмину. Ну, теоретически, да. Давайте посмотрим просто, как оно будет. Мы же не знаем на самом деле, куда оно пойдет, все и так далее. Но мне пока это напоминает историю с атакой коварного, конечно же, российского беспилотника 4-го блока АЭС во время саммита, во время Мюнхенской конференции, про которую так много кричали, и никто не отреагировал, а все, кто был на этой конференции, громко смеялись. Я тоже был, поэтому видел собственными глазами, как все хихикают на эту тему, и слышал собственными ушами, прости господи. Поэтому никто не поверил. Всплеска не было. Может быть, из этого пытались сделать какой-то всплеск, но я, честно говоря, не вижу никого перевозбудившегося. Да, разместили фотку горящего Кабмина, но так, чтобы вот прямо очень. Но эскалация грозит куда более серьезными ударами. Вот мы с вами встречаемся, и 20 минут назад, ну, в прямом эфире, 20 минут назад вышел Зеленский с очередным разговором с телефоном и говорит о том, что россияне будут бить и концентрируют опять удары против нашей энергетики. Сейчас это все, в общем-то, перерастает в какую-то, ну, полуистерическую историю. Опять все забегали, взлетели в цене вот эти, ну, там, Экофлоу, вот, ну, как, ну, вот эти там павербанки большие, да, вот эти все. Да. Во-первых, дело к зиме, а во-вторых, дело, когда формируется бюджет государственной Украины на следующий год. А дальше идет все по принципу плач-плач, карта слезу любит.
когда это звучит из уст высших должностных лиц. Потому что сами мы бюджет не сформируем, надо, чтобы не забывали, с каким ужасным врагом мы боремся и в какую цену для нас это обходится. Россияне действительно бьют по энергетике, и сегодня летело в Трипольскую ТЭЦ, то же самое там и так далее, там летело до этого на Западе, но они еще как следует не взялись, они возьмутся чуть позже. Вот. Логика та же самая. Выбитая энергетика – это блэкауты в промышленности военной в том числе. Это давление на население. А население, соответственно, общественное мнение создает, которое давит на власть. И это там все, начиная с освещения воинских частей, заканчивая маневровыми возможностями железнодорожного транспорта по переброске войск и так далее. Поэтому это существенный фактор. Не будем забывать, что мы же бьем по российским НПЗ. Им тоже хочется как-то ответить. А НПЗ у нас нет, приходится бить по энергетике. То есть это взаимно все, с любовью. Но нет какой-то точки конца, остановки. Мы видим Так, а только продолжение. точка остановки понятна. Смена проектности Украины. Российская Федерация ведет войну за смену проектности Украины. Более того, самое парадоксальное, и самое смешное, и самое нелепое, и самое примечательное, что она не требует ничего, кроме как выполнения украинской конституции. Ну, за исключением территории. Все остальные требования – это требования выполнить украинскую конституцию. А Украина, соответственно, кроме вопроса территории, отчаянно бьется за то, чтобы свою собственную конституцию не выполнять. Собственную конституцию, собственный акт о провозглашении независимости и собственную декларацию независимости. Не очень удобно получается. Поразительно, что на фоне вот этих вещей нам опять выдумывают победы. Генштаб сообщает о освобожденном селе возле Торского, там в той стороне, в районе Лимана, да. Сырский вчера, как говорится, сел в лужу по поводу Добропольского-Покровских направлений, ну там возле Покровска, да, о том, что вот смотрите, мы в 5 раз больше освободили, чем потеряли. Вместе с этим вовсю идет наступление Днепропетровской области. Получается, что ну, вот мы же уже наблюдаем это. На кого это рассчитано? Почему украинцев не просто там, ну если раньше можно было не задавать вопросов и под ура лозунгами патриотическими, так сказать, идти дальше, но сейчас-то уже, простите, 4-й год, а продолжают, как вроде ничего не произошло и не было этих 3 с лишним лет. Ну, во-первых, у них нет выхода, кроме как делать из украинцев идиотов. Потому что украинская действительность устроена так, декорации, заляпанная как забор, на котором каждый пишет все, что хочет. А за декорациями жесткая реальность, как она есть. И третья фигура – это система, которая грабит и уничтожает Украину во время войны. И держит эту декорацию, размалевывает ее красками для того, чтобы те, кто сидит за декорациями в злыднях и нищете, и лишенные всех прав, смотрели на эти сверкающие вот надписи ультрафиолетом, светящиеся в ночи, про борьбу, про все остальное и так далее. И вот меньше обращали внимание на то, что у них воруют. Я не думал, что я доживу до этого момента, но всякое бывает в начале коридора затмения и на полнолуние, и на затмение. Приходится цитировать Стерненко. Но он сказал, сегодня написал, что половина FPV-дронов, которые закупает Министерство обороны, непригодны. Ну, вот у нас было... 60%. Да, я ему благодарен, потому что у меня появился второй аргумент. Я проверил, там, да, люди, которые занимаются, сказали действительно так. Потому что первый аргумент был про то, как Зеленский вот днями, ночами не спит и занимается оборонкой, и все они там занимаются оборонкой. Это то, что гособоронзаказ выполнен на 45%, меньше, чем на 50%. Во время, на третий год войны. А теперь еще половина FPV-дронов, основное средство поражения, про которое все рассказывают, что 85% поражений противнику на поле боя наносят дроны. Половина, а это десятки миллиардов гривен, миллиарды долларов. Это полное фуфло, которое нельзя применить. А закупаются они у производителей по принципу Генштаб прямо называет Министерство обороны, у кого нужно закупить. Откатики. Это огромная система, пылесос, который высасывает черное нал прямо в офис. Все зарабатывают по дороге. И это все воруется на крови граждан и солдат. А волей граждан является уже верить вот этим сказкам, которые пишутся на внешних декорациях. Поэтому, да, ну там можно всегда Сырский может выйти и дописать, вот я тут отвоевал село. Никто не говорит о общей динамике, о тенденциях на фронте, о том, где россияне продвигаются, о том, что может быть не вполне верно, потому что Марьяна вышла и тут же опровергла.
без угла опровергла и сказала, что не надо докладывать про успехи южнее Покровска, там все не так совсем. Сырский опять соврал, она сказала и так далее. И потом, понимаете, как устроен тысячекилометровый фронт? Всегда можно найти село, которое можно отбить. На день-два, да? Да, и доложить, что у нас все в порядке. Да. То, что там через 3 дня его возьмут снова, там и оно станет серой зоной кровавых боев, да, и во что обошлись эти контратаки, это уже за кадром. Главное, мы отбили. У нас вот 26 квадратных километров. Мы просто героически отвоевали. Да. А теперь вопрос. Когда война шла за территории, которые измеряются квадратными километрами? Это же лучший способ оболванивания населения. Оболванивание всех, кто вынужден эту жвачку хавать. Война нигде никогда не шла за квадратный километр. Никогда. Война идет на уничтожение армии противника, на достижение политических целей войны другими средствами. Но точно не за квадратные километры. Напоминаю, что немецкая армия в Первой мировой войне взяла столько квадратных километров, что, мама, не горюй, и при этом что? Война даже не пришла на территорию Германии в Первой мировой. Ни один вражеский солдат не вступил в Первую мировую на территорию Германии. При этом Германия проиграла войну. А если мерить квадратными километрами, она была сверхуспешна. Но только войну проиграла и революцию получила. Баварскую народную республику. Ну, мы о квадратных километрах поговорим, обсудим сегодня Ну, фронт обязательно. Прямо там очень интересные вещи и суммы, и есть уже даже там комментарии по поводу Славянска и Краматорска. То есть, спойлер, да, то, что Арестович рассказывал, когда у нас было время там на карте в формате военного дневника, а по поводу балкона нависания, угрозы там окружения, вот это все как бы сейчас вот проявляется. Я сейчас об знаете, этом говорю. сколько бы дал Арестович, чтобы быть неправым, чтобы ошибиться? Ну, увы и ах. В Это так, общем, заметка на полях. да, заметка на полях. Я хотел бы продолжить, вот это тоже очень интересная история, по поводу украинцев, которым не просто вешают лапшу на уши, а которых вот чем дальше распространяется вот эта неокрепостная система, тем абсолютно неожиданные люди в нее попадают. Ну, во-первых, лично для меня, да, вот топ-новостью, она даже вынесена в заголовок у меня на канале, то есть мы сейчас поговорим не об этих, ну, об этих женщинах мы тоже поговорим. Значит, женщины в Виннице отбивали мужика от ТЦК. К ним пришли. Они 1 августа, ну, была стычка, инцидент был, да, то есть Угу. они отбивали. К ним пришли, говорят, мешаешь ВСУ, все, там срок тебе 5 лет, если там сильно докажут, то 8, все, нормально. И вот, Ну, тоже такая история, да. Вот вроде как все по закону, формально нельзя придраться. Но на самом деле это же не прикрытый террор населения. То есть перекинулся террор уже на женщин и показывают, что, ребята, вы попробуйте вмешаться вот в эту молотилку, которая крепаки хватает и отправляет на фронт. Вот. А мы этот самый, хотя у нас батальоны есть и целые бригады товарищей, которые носят погоны, позируют в виде военных, но и близко не были на фронте. Вот. И артисты всякие, блогеры, полублогеры там и прочее, прочее. Ну, вот Владимир Бойко, журналист, опубликовал расследование, как служил Порубий в 206-м батальоне теробороны, там, да, условно. И как они там все служили, майоры Амеляны там и прочее, прочее. Декоративный батальон, который в офисе на этой самой, на Лаврской бывшей, заливался коньяком, да, заедал конфетами Рошен, и все это знаю, ну, кто при деле. Поэтому ну, что могу сказать? Видите, помните всегда про треугольник. Декорация, реальность, правящий класс. И подпанки, которые там мечутся. Все, надо посадить женщин на 8 лет, чтобы подпанки и дальше так служили, а правящий класс так дальше грабил. Они посадят. Не проблема. проблема в том, что тот же Бойко говорит о том, что 140 тысяч СЗЧ за 8 месяцев. Да, СЗЧ. это правда, да, да. Ну, у нас треть армии в СЗЧ примерно. Если взять даже, допустим, все силы обороны, не знаю, статистику бегства в СЗЧ из Нацгвардии, из пограничников. Армия 880, согласно официальным утверждениям. Все силы обороны где-то 1 200 000. Если 243 тысячи уголовных дел, ну, это четвертая часть армии в бегах. Значит, половина из них, вернее, примерно больше, ну, я думаю, больше 100 тысяч, хотя народный депутат, уже не помню кто, называл цифру чуть больше 100 тысяч ограниченно годных в армии. Но все, кто знает реальный списочный состав, ну, до 40% в бригадах, батальонах ограниченно годных, которые, ну, вроде как в армии зарплату получают, но не способны к ведению боевых действий.
только к их обеспечению. Ну вот представьте, добавим еще, у нас получается 300 плюс там 100, условно 400. Каждый третий украинский солдат из сил обороны вообще, военнослужащий, не участвует в войне и не может участвовать по разным причинам или ограниченно годны. Это при том уровне призыва, который у нас есть, Тарас Чмут называл 30 тысяч в месяц, из которых 10 только доезжают до войск. Это означает, что украинские силы обороны медленно тают. И вот эта тенденция, про которую Сырский никогда не скажет. Потому что взятие село – это просто понятно очень наглядно. Фламинго полетело, 5 катеров убило. Ну, допустим, это понятно. А вот на уровне тенденций. Смотрите, все сделано так, чтобы на уровне векторов, тенденций, логики, процессов люди никогда не рассуждали. И рассуждали же мы их как яркими вспышками, картинками, как дети. Инфантилизируется сознание, инфантилизируются реакции. Люди, которые пожирают этот поток, а они не могут его не пожирать, потому что им надо как-то канализировать эмоции, которые они испытывают, когда ударили по Киеву, когда там гибель на фронте, кто-то и так далее. Им надо сжать информацию, потому что информация создает иллюзию рационализации, стабилизирует эмоциональное состояние. Хотя бы на время. Им подсовывают очень примитивно рационализации, которые разлагают мозги. Вот в стиле мы взяли деревеньку, там мы утопили 5 катеров и так далее. Это худшее из преступлений, которое совершается за 34 года. Худшее, чем воровать на крови солдат. Хотя, казалось бы, что может быть хуже этого. Это разложение мозгов людей, развращение. То есть эта система специально развращает собственное население. Делает его тупым, примитивным, черно-белым, реагирующим на 2 кнопки, на простые команды, окрики, там, кнутые пряники и так далее. Они убивают в Украине мозги. Способность адекватно воспринимать действительность, выносить верные суждения. То есть это лучший способ погубить Украину. Даже не деньги стырить и не территории потерять. Мозги уничтожить. В Украине, в принципе, украинская национальная идея очень некомплементарна рациональности. Она вся про пафос, про яркие чувства. А тут, когда остатки рацию убивают. Ну, смотрите, все, кто разумный, либо в тюрьме, либо в публично разумный, либо под санкциями, либо выдавлен в эмиграцию. Все, что осталось внутри, все развращается, убивается и так далее. И главная вина, конечно, даже не на хозяевах, на питпанках, на обслуживающем персонале всего этого. Блогеров, дилеров общественного мнения, которые продают несчастным людям эту систему как единственно праведную. Сволочь. Алексей Николаевич, у нас был очень потужный, сильный, легендарный министр иностранных дел Кулеба, и он попал сегодня в большой скандал. Угу. Значит, «Карьера де ла Сера» публикует материал. «Бежал как вор ночью». Экс-МИД, глава МИД Кулеба, уехал из Украины и сейчас в польском Кракове находится. Формальным поводом для выезда стала ожидаемая через несколько дней конференция Южной Кореи. Но издание пишет, что суета объясняется тем, что правительство Зеленского указ готовило, да, о том, что запретить бывшим дипломатам, таким как он, в общем-то, пересекать границу. Кулеба узнал об указе вовремя и сумел выехать всего за несколько часов до вступления в силу, пишет издание. Зеленские окружения не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства. Я посчитал, что под это постановление подпадает около 2 десятков человек. Я не считаю себя параноиком, но точно знаю, что это указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и еще нескольких человек. Это говорит Кулеба журналистам. Абсолютно поддерживающий курс, линию и партию последнее время. Значит, моя зарплата зависит от заграницы, работаю за границей, в общем, нужно ездить. Он считает, что ему пытались закрыть въезд из-за критики действий власти против НАБУ и САП. Ну, он теперь тоже оппозиционер большой, картонный. Ну и самое интересное, что позже в пресс-службе экс-министра заявили, что это, ребята, все нормально вообще-то. Это там журналистов не так поняли, эти итальянцы. Это, их вообще не слушайте. Поговорили на каком-то ломаном английском, что-то не так передали. Слушайте, это же потрясающая история. Кулеба!
Это потрясающая история, и она имеет шансы стать еще более потрясающей. Почему? Потому что когда Зеленский ведет против него санкции, рано или поздно, за бегство, то это будет очень смешно. Значит, среди 8 тысяч человек, которые под санкциями, 8 тысяч с лишним, да, у него будут такие перлы, как бывший советник, глава, спикер власти в начале войны, да, спикер ТКГ нормандского формата. У него будет его министр иностранных дел. Это все люди, которые начинали с ним войну и были просто квинтэссенцией патриотизма. Кулебе аплодировали ничуть не меньше, чем Зеленскому, там, да, и так далее. Он там был голос нашего МИДа и так далее. Ну, впору задать вопрос очередным итальянцам, если они будут брать у Зеленского интервью. А как так получается, что все ваше ближайшее окружение, с которым вы начинали войну, постепенно переходит в списки врагов Отечества и подсанкционных? Вот как? Чему так, Алексей Николаевич? Ну, потому что у нас такой маленький симпатичный Сталин есть, небритый. Сталин брился, он только усы носил, а этот небритый. И он устраивает волны террора для своих же бывших, которые возомнили о себе, что они лучше понимают, как надо любить Украину. Да, вот и защищать ее и так далее. Поэтому рано или поздно, смотрите, эта игра очень просто устроена. Политическое украинство – это религиозная секта, как говорит наш друг Паша. А секта работает всегда по одному и тому же принципу. В живых должен остаться только один. Обстоятельства могут сглаживать, растягивать этот процесс, но вектор всегда однонаправлен. Будет время, когда, да если пройдет достаточно времени, будет время, когда Зеленский зарепрессирует всех, и в конце в санкционные списки попадет Ермак и сбежит за границу. И он останется один, наконец-то. Это неизбежно. Может быть, по времени не успеют, но вектор точно туда однозначно. Все, кто имеет отличную мысль, отличную от мейнстрима, записываются во враги. Сейчас выяснится, что Кулеба пророссийские нарративы распространяет. Это Кулеба, который несет патриотическую чушь похлеще, чем Зеленский. А прецедент мы уже имеем. У нас Порошенко попал под санкции и обвинения в госизмене, хотя он несет патриотическую чушь в 10 раз хуже, чем Зеленский. Заметьте, вот против меня, вас и Порошенко ввели санкции примерно в течение 2-3 недель, там условно, да? И, процитирую классика, мы несем противоположную вещь. Вот мы с вами пророссийские, как они утверждают, несут, а Порошенко, ну Порошенко-то куда? Уж большего патриота в кавычках хрен поищешь. Ничего, под госизмену влетел и под санкции. Аж бегом. И все равно, что человек говорит. Вот когда думают, что Шелест и Арестовича под санкциями, потому что они там ватники, и потому что они гонят про российскую чушь, спросите, а почему санкции на Порошенко наложили и на Кулебу? Уж более патриотической чуши, чем несут эти два персонажа, невозможно себе представить. Тем не менее, Кулеба скоро будет под санкциями, поверьте. Если так дальше будет продолжаться, если не договориться. Но судя по тому, что он сбежал, он не собирается договариваться. Да, Билет в один он конец. собирается работать. Где там он, куда там, в какой Да, вот университет теперь поступил, смотрите. СССР у нас была такая замечательная страна. Оттуда бежали люди, и пограничники в них стреляли. У нас недавно в Одессе застрелили человека. А еще, кроме этого, там люди тонули, пытаясь перейти реку, прыгали с океанских суден, и украинский чтобы доплыть до Австралии, украинский патриотический фейсбучок, он очень смакует такие истории, там перепащивают. Вот с Клятого совка бежали. Посмотрите, сколько от вас бежит. А кроме того, там были диссиденты. Вот недавно был летчик, сегодня я видел в ленте летчика Беленко, который на МиГ-25 сбежал в Японию. Недавно умер. Умер в США, там, или день рождения у него был, или день побега, опубликовали, да. Вот. И, ну ладно, в Советском Союзе бежали разведчики, бежали военные. Там даже корабль пытались угнать однажды. Министры, а тем более министры иностранных дел бежали из Советского Союза хоть раз. А у вас бегут министры иностранных дел. Вы смотрите, вдумайтесь, что пишет министр иностранных дел. Я за несколько часов до того, как ловушка захлопнется, успел сбежать. И все, как-то все так вот. Смотрите, советская интеллигенция, она всегда критиковала власть. Да-да, эту партию КГБ на кухнях, в институтах, везде говорили, что пропаганда несет чушь государственную. И именно из-за несоответствия декораций и того, что было на самом деле, Союз развалился. Но так как это делает нынешняя Украина, там расхождение в шпагат в 5 раз больше, чем Советского Союза. Из Советского Союза министры и советники не бежали. Представьте себе, советник ЦК КПСС сбежал, вот как я. Но я, правда, не сбежал, у меня другая история, у меня уникальная история. Все сбегают, а я не смог вернуться, меня не пустили. Ну, вот представьте себе, что не пускают или сбегают. Ну, даже при Сталине такого не было.
Разведчики сбегали. Министра нет. Ну, Зеленский переплюнул Сталина. Это, он, Мгм. конечно, можно ему записать в актив, в кавычках, конечно. Однако, сегодня Орбан говорит очень интересные вещи. Ну, понятно, что перед нашим эфиром буквально стало известно, что, в общем, действительно недоверие правительству во Франции, там скоро будет нового представлять премьер-министра. В общем, проблемы, кризис политический во Мгм. Франции. И Орбан говорит, что Ле Пен не дадут победить, потому что, ну, участвовать в выборах, потому что она победит. Поэтому и не дают. Ну, то есть вскрывает вот эту всю свою кухню. И параллельным курсом он вскрывает, я так понимаю, разговоры в европейских элитах об Украине и дает очень интересный сценарий. Ровно такой, какой мы слышали несколько, ну, может, штук 5 или 7 назад, понедельников, встречей, ну, в прямом эфире с Алексеем От Арестовичем. проклятого Арестовича? 3 Украины. Одна русская, вторая демилитаризованная, причем непонятно, 40 километров, 200 километров, непонятно. А третья западная. И проблема в том, что не можем, говорит, мы понять, а западная это вот та, которая куда войска, наверное, где, которая в Европу, которую отпускают. А вот эта, она вот в каких границах будет? Демилитаризированы? Что бы вы, ну да, какая зона 3 Украин? Что бы вы сказали Орбану? Я думаю, что рано или поздно, на чем сердце успокоится, там быстрее или раньше, там, к 27-му, 32-му, 35-му. В целом, куда это идет? Это идет к тому, что Восток и Юг земли имперского освоения будут в составе Российской Федерации, ну, как они будут считать. Международное право с этим, может быть, не согласно. Условная бывшая гетьманщина, там 9 центральных областей, от Полтавы до Житомира, там, и вот туда, до Черкасской области, она будет старая гетьманщина, как при Хмельницком, при Мазепе. Это будет некая вот центральная Украина. Уж насколько она будет демилитаризирована, не знаю. Вот, но некая центральная Украина, нейтральная, согласно Декларации независимости. Скромная, похожая на Боснию, без выхода к морю. И некая там ершистая, вооруженная страшно до зубов и отчаянно сопротивляющаяся непонятно кому, наверное, всем некий западная условно Украина. Вот, потому что вопрос, что с ней будет, и примут ее в ЕС и НАТО, это очень большой вопрос, как они надеются, и как она сама себя будет упорядковывать, это тоже большой вопрос, потому что туда же соберется все это отребье, которое стремится поссориться со всеми. Смотрите, простой факт, на который никто не обращает внимания за этими деревеньками освобожденными и за этими летающими фламинго. Я его говорил, приведу еще раз, он стоит того. Мы сейчас в крупной ссоре с 5 государствами, соседями. Из них 3 государства ЕС и НАТО. Больше, чем государств не ЕС и не НАТО. Это как? Они тоже вот вечный ворох, которые все время хотят поработить и развалить Украину, запретить все украинское. С ними-то мы чего поссорились? Поэтому вот эта вся публика соберется там. Я просто представляю, как на них будут реагировать поляки, словаки, венгры и так далее. На эту Западную Украину, что они с ней захотят сделать. Я уверен, что там санкции поводят и начнут демилитаризировать темпами, которые превышают российские. Потому что никому эта клака не нужна будет. Вот и так далее. Лучше всего будет жить, конечно, в этой симпатичной центральной Украине, куда я всех и приглашаю на будущее. Сегодня сообщили, что Трамп ждет гонца. Ну, походу, Урсула, похоже, будет. Ну, наверное, она. В общем, или кто-то еще. Кошта об этом сообщал из Евросовета. По поводу Украины на разговор кого-то вот, да. То есть, смотрите, какая интересная история получается. Так уже и не зовут Украину поговорить о решении вопроса Украины. Сцепились США и Европа по поводу санкций против России. Те говорят, вводите. Те говорят, а вы вводите. Говорят, а нет вы, а мы не можем, а там активы и так далее. И Зеленский уже вообще как бы в стороне этой истории. На самом деле, вот когда все, я помню этот нарратив, они его транслировали очень много из офиса о том, что ни слова про Украину без Украины. Сейчас они без Украины про Украину. Вот сейчас идут ключевые договоренности. Нагнет ли Трамп Европу?
И что в оконцовке будет, да? То есть вот этот европейский план, когда сначала должен встретиться Зеленский и Путин, потом Зеленский, Путин, Трамп, потом Зеленский, Путин, Трамп, плюс еще кто-то, ну, по всей видимости, кто-то от Европы. И тогда вот мы выйдем на прекращение огня, и, собственно, да, и будет дипломатия, и вот хорошо будет. Это такое озвучил после коалиции желающих на неделе, да, вот Макрон как позицию. Как вам кажется, что сейчас происходит в контексте мирных переговоров, разрешения войны миром между США и Европой? И почему мы в сторонке? Никакого мира не будет в помине. Происходит сброс ответственности на Европу. Появились сообщения, что руководство Соединенных Штатов готовится к выводу американских сил из стран Балтии. Переброски и поддержки вообще стран Балтии, переброски этого всего на Европу. И недаром Урсула, как мороз своей воды, летел там красиво с обзором, вот, где ее проклятый рэп хотел уничтожить российский и так далее, сбить с толку и прочее. И вообще там 143 тысячи рейсов сбил российский рэп или что-то около этого. Вот. А Европа сопротивляется как может, потому что, повторяю, устами Мерца, который, ну, очень проукраинский, и так антироссийский, он сказал, что без Соединенных Штатов мы не справимся с поддержкой Украины. Технически невозможно. В общем, он свой приговор дал, заключение свое выдал. А в том-то и дело, что Соединенные Штаты очень хотят, чтобы справлялись без них. Посмотрите, это же обманка за обманкой. Не сказать покруче. Вот 3348 этих страшных бомб и сам там нам должны были дать. Вот все уже обрадовались. Это же 3000 бомб, как прилетит по российским НПЗ, штабам, там, заводам, пароходам и так далее. Они тут же рохнут, приползут на коленях и выучат украинский язык. И тут выясняется, что в этом году передадут 10 бомб, а дальше будут по 70 в месяц передавать, там, до 2006 какого-то года. Что такое 70 бомб в месяц? Но это конфликт такого масштаба. Это ничего. Это полевые испытания нового типа вооружения за украинский счет на украинском материале, на украинской крови. Никаким серьезным боевым фактором оно не является, в принципе. Вот и все. Вот вам супер поддержка. Но американцы хотя бы в состоянии произвести хотя бы 70 штук, на европейцы. И близко, очень далеко. Нынешнее европейское руководство – это, наверное, худшее, что было в истории Европы за всю ее пару тысяч лет существования. Или там за последние 400. Они абсолютно беспомощны. И вот эти вот заявления, что мы расскажем Трампу, Путину, Зеленскому, когда им встречаться и что делать. Бывает, знаете, маленький трехлетний ребенок вылазит из семейного стола и начинает тупать ножками и рассказывать взрослым бабушкам и дедушкам, празднующим Новый год, где, кому, как там, как надо сидеть, и что говорить, и как, куда все должны пойти. Ну, они смотрят на малыша и умиляются, что вот говорит ручонками, машет, это так мило, так хорошо. Вот примерно у меня такое же чувство возникает, когда я вижу, как коалиция полужелающих пытается там указывать Трампу, Си Цзиньпиню, Путину и Зеленскому, куда и как надо вести дело к миру. А мира не будет. Смотрите, если президент страны, премьер-министр НАТО, страны НАТО и ЕС говорит о том, что будет 3 Украины, публично, можете представить, какие реальные разговоры идут, которые не выносятся на публику. А эти разговоры же не рождаются из ничего. Они, как у всех людей, у политиков рождаются из двух. Из травмы и из анализа существующего материала. Я предлагаю нашим слушателям, уважаемым, прикинуть, что здесь больше, травмы или материала в этом заявлении. Ну, война-то идет своим чередом. Война идет своим чередом и будет идти своим чередом. Понятно, что зловеще летит на Донецк, уже там приходят первые кадры сегодняшнего. Вчера прилетела по парку развлечений, сегодня тоже по Макеевке и по Донецку утюжат. Какая-то вот ракета на что-то похожее, может как раз это она, фламинго или чего-то другое. Понятно, что там горят НПЗ, запустили как бы, ну, постоянную воздушную тревогу в районах аэропортов, там, да, все это видят по сводкам новостейным. Однако
что нам готовит продолжение войны в военном смысле этого слова? Ведь кроме там СЗЧшников, кроме проблем, все как-то говорят, смотрите, так с оружием у нас все нормально. Людей нет. Парадокс какой-то. Очень интересно, в этом вчера, в воскресенье, написал в Sunday, что-то там, в общем, Daily Mail, а это воскресное издание, обозреватель, говорит, ребята, родненькие, определитесь уже, ну, европейцы. С одной стороны, вы говорите, что Россия настолько зловещая, что нужно срочно паковать равиоли, запасать для Германии, 10 ярдов осваивать за несколько лет, чтобы гражданскую защиту, оборону гражданскую возобновлять, бункеры строить и так далее, учить население. С другой стороны, вы говорите, что сейчас мы вот надавим, и Россия развалится, экономика рушится, она такая слабая, давай, Трамп подсоби, давай вместе подтолкнем, и они рухнут. Так если они рухнут, против кого вы собрались тогда воевать, и зачем вы тогда, ну вот это вот все... Да, зачем паковать равиоли? Ну да, зачем, можно съесть, зачем паковать? Ну, да, это вот типичная шизофрения, которая очень хорошо видна по декорации и по декорации и реальности. На декорациях пишется, что Путин – это кто? Ну, даже дело не в этом. Декорации уже шизофренические. Там пишут противоположные вещи, люди уже потеряны в этих вечных эмоциональных уколах. Они уже потеряли способность связывать даже две надписи, которые вот находятся в пределах зрения. Левый глаз читает, что Путин – это жалкий старикашка, дед-пердед, который там, значит, ни на что не способен, завтра умрет, Россия развалится, война остановится. Правый глаз читает, что Путин – это коварнейший злодей, который там ведет войну против всего мира, обманывал, завербовал Трампа, управляет вращением небесных светил, да, и образовал самую крупную дыру в нашей галактике черную и так далее. Как вот эти две надписи уживаются в одной голове, непонятно совершенно. Ну, так и европейцы. Россия ничего из себя не представляет, мы вообще ее не будем спрашивать, как Рютте. Размещать войска не размещать, а если пикнут, отключим газ. А с другой стороны, вот мы увеличиваем бюджет на армию 800 миллиардов, потому что вот надо спасаться от страшной России и так далее. И вот равиоли запасти, и срочную службу в Германии возобновить и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот что, вот как, вот. У меня вопрос не к ним, у меня вопрос к людям, которые все это вынуждены хавать по телеграм-каналам, по новостным. Вы понимаете, что с вами делают? Что-то не совсем то, чего бы вы, наверное, хотели. Причем противоестественным образом. Причем противоестественным образом, да, в том-то и дело. На этом фоне воюют спецслужбы, воюют прям друг с другом. СБУ, НАБУ, те говорят, это нам мстят, а нам мстят нет. Между прочим, параллельным курсом все интересуются, а где вообще флешка с деньгами Зеленского, ну, Миндича, флешка Миндича, да? С записями, с криптой, да, которая вот, собственно, которую наколедовали. Уже там размеры публикуют, там 1,5 миллиарда долларов. Ну, в общем, да, то есть все как бы обо всем все знают, но никто никак не реагирует. Вам не кажется, что украинцы такие, потому что вот просто этот нарратив, ну вот этот провластный, да, от вечной борьбы, как вот этот Ахиллес, дроновод, говорит, я своего сына, а там у него только родилось что-то, дитё, ну вот совсем недавно, я его буду учить воевать, минута молчания в детском садике, вот это вот все. Так просто удобнее всем. Всем просто удобнее. Конечно. Это все равно, что, знаете, вот там, муж гуляет, а ты прикинулась валенком, типа, ну, потому что так удобнее. Ну, конечно, удобнее. Удобнее воровать. Всех все устраивает. Панов и Пипанков все устраивает. Нет элитного конфликта. А мы же знаем, что революция или изменение общественного строя никогда не делает народ. Это только в учебниках потом пишут, что это сделал народ, а делает, или народ там ангажирует в последний момент, а делает одна элитная группировка против другой, когда ее не устраивает. У нас есть клановая борьба за тех, кто сядет в кресло, тех, кто грабит. Но кто имеет возможность грабить, абсорбировать. Но нету принципиального мировоззренческого конфликта, потому что у нас мировоззрения нет никакого. У нас есть лубок, который продается в качестве патриотизма, чтобы под его прикрытием брать. Вот они все стонут про одвічного ворога, а 60% FPV непригодны к боевому применению. Вот как так? Я, если бы своровал хотя бы копейку на крови солдат и на там, своего сражающегося народа, я бы застрелился.
Вот без бы попутал, но это просто после этого это когда все, дальше некуда. И эти ничего. То есть, в крайнем случае натянем третью вышиваночку и что? И пойдет. И все. Мне не понравится четвертую. Запретим еще раз запретим русский язык. Это все очень... Ну ладно, они такие, с ними понятно. Абсолютно беспринципные твари. Народ почему позволяет собой это делать? Вот что меня интересует. А что может народ, Алексей Николаевич? Ну, хотя бы не соглашаться. Так соглашаются, голосуют, поддерживают. Ну, по принципу ощипанной курицы. Помните, я рассказывал, как товарищ Сталин учил обращаться с народом? Курочку надо общипать, и она никуда не побежит. Сама будет к ноге жаться. Но ну, я рассчитывал, что какие-то люди там найдутся, которые будут. Но, опять же, они все в эмиграции, поди возрази там внутри. Вот, он Сегодня, да, Александр Тахтай, журналист, который расследовал воровство на строительстве укрепления Сумской области, найден мертвым в Сумах. На него уже накинули, что он был сепаратист и вообще за россиян. конечно. Все как обычно. А неправильных украинцев, значит, убивать можно у нас. Видите, получается. Да, Да, они ж... плюс вот Да, такие гуляются. Это сегодня, это вот только что, ну вот да, да, сегодня да. Да. произошло. Убили журналиста-расследователя, а он какой-то вообще не такой. Это, например, вот последние дни гуляет про убийцу Порубия, да, о том, что ой-то он там вообще включался в сепаратистские, у него такие взгляды были, ой, не ходи дивиться. Все, это уже повесили клеймо, и там мотив, сходятся данные, не сходятся, следствие, неважно. Это сепаратист, он сидит в тюрьме. Все, убил патриотов Порубия. Это кто? Расследователь? Что-то там не. Это вот сепар. Он в земле. То есть так проще. Как вы говорите, там черное, белое. Да, Ну, это очень просто, да, да. Как бы, ну, я вам хочу сказать, метровый окоп зарастает век. А мы этих столько окопов накопали, причем все по головам да по душам, что я не знаю, сколько это будет зарастать, да и будет ли кому зарастать, судя по демографии и по всему остальному. Украина не просто самая неудачливая постсоветская или постсоциалистическая страна, которая имела гигантский потенциал и спустила в унитаз. Она с каким-то абсолютно садистским наслаждением уничтожает саму себя. Ну, хорошо, вы беспощадный вот Гитлер, да? Гитлер не любил всех вокруг и причинил много бед человечеству. Но он хотя бы немцев любил. Эти же уничтожают украинцев в первую очередь. Молотилка, которая мелит собственных граждан с такой тщательностью, что до россиян так не убивая, и украинцы не убивают тщательно и со вкусом, как они валят и уничтожают само себя. Все живое. Алексей Николаевич, а зачем сегодня Залужный протестовал против Нетребко в Лондоне, которая дает концерт, российская оперная певица? Ну, И связано ли это с материалом немецкой прессы, которая фактически нам преподнесла руководителя подрыва Северных потоков-2? Залужного же. один мой товарищ сегодня сказал следующее, цитирую. Залужный оказался тонким знатоком оперного пения. Есть предложение поручить ему партию сопрано в тоске. Боевой генерал должен справиться. Каждая спетая им нота будет отдавать мужеством и заботой о родной стране. Другой мой товарищ сказал, что тоска, она не актуальна, надо Фигаро давать партию. И он сказал, что тоже вариант. Так поспорили два моих товарища. Неназванных. Остаются неназванными. Но при всем уважении и даже когда-то дружбе я с очень горьким недоумением смотрю на то, что с ним происходит. Кто дает этим советы, как он принимает решения и так далее. Человек, который на определенном этапе вполне мог послужить чем-то новым для системы украинской, реально сыпется с такой скоростью и обсыпает свой имидж с такой скоростью. И
все вляпывается во все больше, все более мелкие дела, что просто остается ему по-человечески сочувствовать. Возглавлять протесты в Лондоне против оперной певицы, спасителю Отечества. Ну, знаете ли, как-то, ну, так вот. Кроме того, вот эта вот подача. Мы должны стать новым Израилем. Это вот из мировоззренческого крайне подача, да, что вот новые такие переновые и так далее. Спросил бы, основания какие? Кто из народа хочет быть новым Израилем? Кроме командира Ахиллеса. Воспитывать детей и внуков там в военной парадигме, вот вечной войны и там и так далее. Так далее. Так Особенно потом. приходится только так и воспитывать, вы же понимаете. Ну, Ну, как это, да, а остальные, которые не хотят. так Ну, когда, ну, как-то, как в армии, там, не хочешь, ну, заставим, не правильно. можешь, научим. Правильно. А потом выходит Орбан и говорит, нужно несколько Украин, потому что украинцы хотят жить в разные Украины, они хотят разных Украин. И вот эти украинцы, которые земляночки, которые взяли в заложники всех остальных украинцев, вот их надо куда-то в отдельное место переместить, и пусть там себе становятся новым Израилем. Они даже могут организовать там внутри свою новую Палестину и заниматься друг другом активно. А остальные украинцы, которые хотят вот быть нормальными людьми, которые очень любят украинское, но просто не атакуют российское. Или русское, не атакуют венгерское, не атакуют румынское, не атакуют польское, не атакуют словацкое, ничего не, белорусское, ничего не, просто вот любят Украину. Смотрите, вот можно же любить Украину и ни на кого больше не нападать. Любить украинскую музыку, культуру, искусство и так далее на здоровье. Как можно их не любить? Они прекрасны. Почему мы должны жить с людьми, а еще больше быть их в заложниках у людей, которые считают, что любить украинское – это ненавидеть все остальное? Что украинцам быть важнее, чем человеком. Особенно политическим украинцам. Реестровым бандеровцам. По поводу ситуации на фронте, принципиально, давайте пройдемся. Вот это прям вот в этот понедельник, я считаю, это принципиально важно. Во-первых, почему? Во-первых, потому что у нас наметились очень интересные и, ну, негативные, нехорошие, да, но поэтому очень важные, да, тенденции на поле боя. Значит, начнем вот прям с севера, вот так и пойдем, потому что нам север тоже преподнес определенную сенсацию. В Сумах Юнаковка, которую там говорили, все хорошо с Юнаковкой, все прекрасно, отбиваем потихоньку, там с другой стороны Сум, Андреевку там, да, вот отбили, и в Юнаковке было продвижение, пошла вперед. По ландшафту местности там, простите, ну, лесопосадки, да, там перед речкой, и вот там Сумы вообще недалеко. Все очень близко. По Сумам работают дроны. Сумская облгосадминистрация не функционирует, потому что они крестили Шахет и Ланцет и получили там новый дрон, и там кричат наши, который, короче, картинку передает, картинку в реальном времени, вот как он летит прям по картинке, и все понимают частоты, но никто ничего сделать не может. И вот эти дроны они испытывают на Сумах по большей части, и Юнаковка, чем ближе становится город Сумы, тем больше будут уничтожать. Что с этим направлением происходит, что это за наезд или накат вперед? Ну, как на СНК. Там идет борьба. Россияне хотят сделать демилитаризованную зону. Наши войска, наше политическое и военное руководство хочет не дать им сделать демилитаризованную зону, отжать их на территорию Курской области. Борьба идет с переменным успехом в зависимости от наличия резервов. Было время, когда Сырский снимал с Покровского направления, резервы кидал туда и там останавливал, дробил и отсекал. И докладывал, что уже мы сейчас им покажем, но в это время темпы продвижения россиян там на Покровском направлении, условно говоря, нарастали шалеными темпами. Сейчас там какая-то ситуативная через полосица. Ну, видимо, у нас какие-то, у него были, наши резервы кончились, где-нибудь там поехали отбивать прорыв на Доброполе. Вот, предположение. Россияне подкинули своих и куда-то смогли продвинуться. Это тактика, оперативно-тактический уровень. Саша, это не очень серьезно все. Хорошо. Серьезные вектора, тенденции и так далее. Кто там какую деревню отмотал назад, это все. Это вот мы впадаем в эти же декорации, которые сами осуждают. Как это? Сырщина. Да, Сырщина. надписи на декорации. Сырщина, да. Значит, Купянск. Ну, в Купянске катастрофа.
Она там давно, кстати. Ни света, ни воды, местных жителей горстка. И ходит по разным телешоу и подкастам и студиям начальник города, рассказывают и жалуются. И вот зашли на достаточно крупный процент Купянска, в Купянск, вооруженные силы Российской Федерации. Да. Чем опасна потеря Купянска? В какой перспективе она... Вот если глядеть на этот выступ, ну, я имею в виду такой полукотел за спиной осколом, да? Насколько это вообще балласт, который надо будет сбрасывать? Да, это неприятная история. Там в самом Купинске уже противник, и Купинского окружают в полуокружении. Там уже практически с западнее, да, обходят. И проблема в том, что тогда плацдарм, который находится на Боровой, на той стороне Северского Донца, поплохеет очень резко, радикально. Вот. И неприятная история чревата схлопыванием всего, рано или поздно всего плацдарма за Северским Донцом. И, кроме того, если этот успех будет поддержан и будет развиваться дальше, со взятием Купинска, крупного железнодорожного узла и так далее, транспортного, то там уже где-то Изюм маячит в перспективе. А Изюм – это, простите, раз вам это понравилось, оперативный балкон с севера на Краматорск-Славянск, что является финальной целью осенне-зимней кампании взятия Краматорска-Славянска. Сразу подчеркиваю, это не значит, что возьмут, это является целью кампании. До весны 26-го. Вот. Поэтому, да, это неприятная история. Весьма. Но Купинск уже полон российских войск. Да, там как бы это пока не подразделение, но уже отдельные товарищи там бегают не то что десятками, а сотнями уж. Особенно требует комментариев трасса Изюм-Славянск, которая простреливается. Жуткие кадры. Ну, то есть, эта трасса, на самом деле, это дорога жизни, если так посмотреть. Вот она. Так уже любая трасса на 40 километров от линии фронта, это уже дорога жизни. Туда уже долетают дроны, которые атакуют, выносят логистику. Это уже другая война. Война вообще так раз в 3-4 месяца меняет свой характер в силу развития. Ну, техника всегда меняет тактику. Тактика всегда зависит от техники. Но сейчас очередной этап. Вот он уже длится где-то все лето, поллета. Это крайние 2 месяца. Это когда возникла тенденция и возможность к изоляции поля боя. Это следующая тенденция – это прорыв целых участков обороны на изолированном, уничтоженном районе. Пока это делается на уровне там, бывших ротных опорных пунктов, взводных, под которыми уже никто не воюет. Вот. Но когда-нибудь дойдет и до батальона, до изоляции целого театра, простите, там, да, может, бригадного района обороны, условно, и так далее. Вот тогда начнутся время больших прорывов, когда снова пойдет бронетехника, и она будет успешна в этих прорывах. А помните, сколько нам рассказывали про позиционный тупик? Нет, конечно. Я просто почему вспомнил эту трассу. Опять-таки, сегодня сообщили с передовой военные о том, что, ну, об этом простреле, вот этом, да, Славянск-Изюм, вот это, в этом участке дороги, говорят давно, ну, уже несколько дней. Но попытались как бы наладить логистику на Славянск с Барвенкова. Вот так. Но сегодня приходит, Да. да, сегодня Да. приходят данные, что все, эта дорога, которую подключили немножко южнее, она тоже простреливается. Все остальные, ну вот с другой стороны, да, вот еще южнее, они простреливались вообще давно. Получается, что мы видим достаточно сложную историю. Не просто, ну вот Алексей Николаевич дает нам, ну, скажем, прогнозы осенне-зимней кампании, скорее осенней кампании. То есть это, в принципе, решается до конца года. Вот эта история Славянска и Краматорска. И все пойдет гораздо быстрее, чем все рассказывают и успокаивают, что да, успокойтесь, они берут по селу в день, по маленьком будке лесника и так далее. Как понять, я, кстати, когда-то задавал вам этот вопрос, но это прям очень интересно сейчас в данном свете событий. Алексей Николаевич, как понять, что, ну, треснуло и потекло, ну вот пробило? Ну, технически понять будет очень просто. Будут повторяться такие случаи, как вот эти заячьи ушки на Доброполе, только без возможности их купировать. То есть никакой Азов не примчится и не отобьют, потому что на все прорывы Азова не хватит.
Один такой прорыв уже был. Следующий прорыв, например, это когда в 2 местах рушится. Следующий этап в 3. Когда запирающих войск не хватает резервов для того, чтобы перекинуть. Ну, Тришкин кафтан уже не успевают запереть. Туда-сюда дернулись, а оно в одном месте еще раз порвалось и так далее. Как близко до этого, никто не знает. Это надо глубоко изучать статистику, а кроме того, которой у нас нет. Кроме того, нужно понимать статистику прежде всего живой силы. Надо понимать, что ни у кого нет критерий, никого нет опыта, на каком этапе, условно, на каком этапе этой статистики ломается. Но рано или поздно подобный способ воевать, он приведет к тому, что таких ушек станет 2 в разных местах, потом 3. И где-то, когда-то купировать не сможем. А создание оперативно-тактического прорыва, который не запирается, это уже возможность перехода к маневренной войне, когда в короткие сроки там, продвижение составляет десятки километров. Это резкая смена оперативного рисунка, который надо уметь купировать, а сам факт наличия такого прорыва и невозможности его запереть показывает, что война может стать динамичной, и противник будет раз в несколько суток передвигаться на расстояние в десятки километров. Купировать это очень сложно, рисунок будет меняться очень сильно. Представьте, они же не просто продвинулись, как только они туда дрончиков завели, там своих, например, это плюс еще 40 километров, 50-60, насколько там дроны к тому времени будут долетать. Выжженная логистика, то есть теневая зона от прорыва падает еще. И следствием этого может стать, например, быстрое пересечение путей логистики, взятие в окружение наших соединений и подразделений до того, как успевают отреагировать хоть как-нибудь. Ну, это такой чисто теоретический экскурс, рассуждения и так далее. Смотрите, может и иной характер принять. Не будет прорывов, но будут, например, темпы, потому что сейчас контроль, если будет достаточное количество дронов и операторов, то прорывы затруднены. Может просто темпы российского наступления увеличатся. Вот они вроде как давят по всему фронту, но будут за счет того, что меньше людей у нас будут увеличиваться темпы. Они и так все время увеличиваются. Может быть сочетание, и темпы увеличиваются, и там прорывы, и так далее, и так далее. Здесь надо понять следующее, что при всем воровстве на вооружении военной техники, ВПК, которая у нас существует, главная проблема Украины – это все-таки люди. Люди, люди и люди. Поэтому какие бы дроны ни были, дроны – это всего лишь одно из средств поражения. Войну ведут люди, начинают люди, заканчивают люди, результатами пользуются, определяют и пользуются люди. Пока яйца пехотинца не зависли над окопом противника, хоть 100 дронов там летают, это все несерьезно. Поэтому вопрос, где эти люди? Одна ремарка важная, пока далеко не ушли, значит, вот это вот я считаю важно. Это вчера в шуме я рассказывал вот об этом населенном пункте, украинские СМИ делали репортаж. Межевая, вот он. Это вот та тень, о которой вы говорите, тень нависающего фронта. Там уже нет воды, вот эти бабушки, пенсионерки и старики, которые там, мужчины пооставались, хорошо хоть тепло и колодцы есть, а дальше будет еще хуже. Лекарств в пенсию ты не снимешь, света нет давно. И это вот на каком расстоянии от самой линии фронта. 2 слова прокомментируйте последние вот эти вот продвижения, ну вот они, в Днепропетровской области. Это уже никто не будет отрицать, это уже никто не спрячет, это уже факт. Идут Саша, вперед. тут вопрос в чем? Мы боремся с декорациями или мы высчитываем тенденции? Я все-таки не за борьбу с декорациями, а за высчитывание тенденций. Тенденция понятна. Продвижение в Днепропетровскую область имеет 3 крупных значения. Давайте поговорим о значениях. Угу. Первое значение, даже 4. Первое – это политическое и пропагандистское. Все-таки в Днепропетровской области за 10 лет войны, за 11 скоро уже, противника никогда не было. Сколько было споров? Да, нет, вошли, не вошли. Вот уже вошли. Второе – это при дальнейшем развитии успеха, если у них найдутся средства и силы на эти успехи, это выход на стык Запорожской и Днепропетровской областей, что является очень неприятным будущим сюрпризом, перспективным для защитников Запорожской области и Запорожья. Потому что им просто приедут с северного фланга, откуда они ожидали. Там вся оборона ориентирована на юг. Третье. Днепропетровская область плоская и без крупных населенных пунктов на этом участке. А это значит, что темпы продвижения могут вырасти очень сильно. Тут цепляться на заселенные пункты все-таки легче, чем стоять в чистом поле. И четвертое – это то, что склады делать, там, военных селить и прочее, прочее. Четвертое – это то, что
возникнет нехорошая тенденция, даже если фронт будет в будущем когда-нибудь замирать по линии фронта. Не там по вписанным в Российскую Конституцию, а по линии фронта. Это уже пятая область Украины, которой коснулась война. Ну, не пятая, Сумскую считаем, Харьковскую там, да, и так далее. Потому что седьмая уже. Где российские войска, и они, зараза, там еще поди попроси их оттуда уйти. Поэтому, да, это маленькая борьба за две деревни чревата очень крупными неприятностями стратегического масштаба. Оперативного и стратегического. Как на поле боя, так и в политике. Потому что даже если мы сторгуем выход российских войск оттуда хотя бы с чего, когда-нибудь, допустим, то надо будет на что-то менять выход из Днепропетровска. Так просто же никто не уйдет в качестве жеста доброволья. Да, что-то нужно отдавать на другом направлении. Важно. И все это грустно. А самое главное, что вот это направление стало местом систематического вранья Сырского и вот все его банды в окружении. Вот они просто, вот это их любимое место, где соврать. У нас там все хорошо, надежь хорошо. Да, так и есть. Ну, еще Да. один аспект военный. Я хотел бы очень, чтобы его прокомментировали. Значит, есть, ну, в общем, такая газета мексиканская «Милленио». И она публикует материал. Потом на основе этого там были включения и телевизионные, мексиканские включения. Значит, есть картель. Ну, всем понятно, какой картель, да. Новое поколение Халиско. Ну, там аббревиатура CGNG. В общем, члены этой группировки прошли обучение управлению дронами в боевых условиях в Украине. По данным издания боевики вот этой группировки отправились в Украину, освоили современные методы ведения войны, включая использование беспилотников, нанесение точечных ударов, проходило в зоне активного конфликта все, что дало бесценный опыт в реальных боевых действиях, их передвижение парами, использование укрытий, обращение с оружием, тактика, в общем, все срисовали. Отмечает, в общем-то, что издание, что уже использует сейчас картель этот в Мексике свои знания в столкновениях с другими картелями на территории Мексики. Тактика напоминает все больше партизанскую тактику. Использованные беспилотники, гражданские модели. В сообщениях упоминается DJI Matrix, в общем, короче, те, которые применялись в Украине для сброса противотанковых гранат, как один из беспилотников, который применяет картель. Ну, так себе новости, если на территории Украины Ну, картели же не государство, им же надо реальная эффективность. Поэтому, конечно, они послали людей, которые научились. Иностранные добровольцы же могут вступить, потом могут сказать спасибо и уехать. Да, освоили передовые техники, да, пользуются возможностью. Так а кто не осваивает? Все осваивают. Россияне осваивают, корейцы осваивают. А кто там, западная армия осваивает. Изо всех сил все осваивают. Картели туда же. просто мы все очень долго бодаемся на идеологическом поприще, мол, какая-то неправильная война, идеологически, лишенная смысла. А такие эпизоды вообще подрывают изначально смысл Лучше, чем наши происходящего. власти подрывают, никто не подорвет. Смотрите, теперь эта война называется войной за независимость, правильно? Да, государственное название. Да, возникает вопрос, что было до 2014 года, что мы праздновали? 33 года. Что мы, 23, вернее, что мы праздновали? Какая-то другая независимость. Независимость 0,02 или 2,0 была, или сейчас наступила. Потом любимый резидент выходит и говорит в интервью следующее, что ребята, вы тут аккуратнее, вам надо понять, что пока мы не проиграли, пока мы, да, этот самый, пока Путин не захватил всю территорию Украины, мы что? Побеждаем. Мы побеждаем, да. Теперь мой приятель предложил отличные версии. Смотрите, сейчас я вам эти версии зачитаю. Это такой новый интересный ход, вот, который можно просто обзавидоваться. Значит, пока я ползу, я не пьяный. Пока я не родила, я не беременна. Пока у меня 5 гривен есть, я богатый. Пока я не умер, я не старею. И пока я не украл сюда копейки, я не коррупционер. А теперь давайте попробуем с вами соединим эти два лозунга занимательных. Первое. Война за независимость
И мы не проиграли, пока что Путин не захватил всю территорию. Что получается? Попробуйте скомбинировать, уважаемый зритель. Представим себе ситуацию, которая, не дай бог, когда-нибудь случается. У нас метр территории, все остальное захватил Путин. Война за независимость продолжается. Независимый метр территории, за которым отчаянно идет борьба, летят самолеты, Искандеры, ракеты и так далее, и так далее. Но мы что? Путин все еще не победил. Остался дециметр квадратный. Путин все никак не победит. Потом остался квадратный сантиметр, а Путин все никак не побеждает. Остался квадратный миллиметр. Никак не побеждает Путин. Украина все время побеждает. Так это означает очень интересную вещь, что мы в 2014 году, сразу как война началась, мы в ней сразу и победили. Потому что Путин же не захватил всю территорию, значит, мы победили, согласно определению президента. Теперь смотрите, как интересно получается. Все войны развиваются так, от поражения, то есть неожиданного нападения противника, оборонной войны, до победы, если сумели отбиться. У нас первая в мире война, которая начинается от победы к поражению идет, понимаете, да? То есть мы сразу начали с победы, Крым у нас забрали, а мы победили, потому что он же не забрал всю Украину. И вот так вот в состоянии победы мы уже, какой год, 11-й, 12-й, там уже, да, в состоянии победы территория все уменьшается, людей все меньше, а мы все побеждаем и побеждаем. Вот. Может быть ситуация, когда там годика через 2, например, все левобережье уйдет, но мы же все еще будем побеждать, потому что он же не захватил всю Украину. Это очень приятно. Мало того, что война не за... Смотрите, какая ситуация создана. Война, мало того, что война не за независимость, мы в ней непрерывно побеждаем. Хорошая война какая, слушайте. Да, это очень удобная война. Я, честно говоря, много читал про историю войны, продолжаю читать, но подобной удобной, комфортабельной, уютной, домашней, теплой, ламповой войны я давно уже не то, что давно, я нигде про такую не читал. Как ни крути, ты все время побеждаешь. Взяли Покровск, а мы побеждаем. Взяли там Краматорск, не дай бог, а мы побеждаем. А хули? Взяли Днепр и Запорожье, а мы все побеждаем. Может, у кого-то, смотрите, может, у кого-то это и поражение, но у нас это сплошная победа. Президент сказал. Максимум какого-нибудь комбрига уберем, переставим куда-нибудь генеральчика. Это ерунда, это тоже это форма победы. Это один из способов побеждать. Поэтому, ну вот так вот. А что? Нация победителей. Вот. Поэтому смотрите, я вот сейчас на секунду стану Арестовичем образца 28 февраля 22 года. Дорогі співвітчизники, нема про що хвилюватися. Ми безперервно перемагаємо. Зрештою, ми таки переможемо остаточно всіх. Дякую за увагу. Слідкуйте за наступними випусками. Ну, смотрите. Поэтому, смотрите, Саша, я предлагаю никогда больше не делать трагических бровей нам с вами, потому что, что бы там ни взяли, мы же побеждаем, тут же все определение дано. Война за независимость, в которой мы победили, и вот уже собираемся побеждать дальше. Вот. Ну, это, конечно... У меня альбом есть в телефоне, у меня есть там фотки, которые раньше, до 2014 года. И в том числе празднование Дня независимости. Я вот сейчас сижу, вторые сутки думаю, как переименовать папку. Если война за независимость началась в 2014 году, то что я отмечал в 2013 и 2012? Ну, недобытую независимость. Недобытую независимость. Это как немножко беременная или как? Ну, такая. Да, я понял. Пробник, пробник. Это был пробничек независимости. Это был пробничек независимости. Возьмите, мужчина, не проходите мимо, понюхайте. Я понял. Пишу пробник независимости. Прямо сейчас переименую. Ну, а со следующего года, конечно, будет уже... ну, посмотрим, что будет со следующего года. Это дело такое. Подведем, кстати, по поводу независимости, подведем итоги нашего вопроса. Год, когда Украина свернула не туда. Выберите из вариантов ниже. 2% выбрали 22 год. 22. 14, 24, 2004 и 52% считают, что Украина свернула не туда в 91 году. Я почему-то удивлен результатом этого опроса. 91 год свернули не туда? В смысле? Да, вы видели карту, опубликовал Юра Романенко, не знаю, видели или нет, сожалеющие в бывшем соцлагере о советском времени. У Украины абсолютный рекорд 75%.
Хотя что надо было сделать с украинцами, чтобы они жалели о распаде соцлагеря? Сделали, сумели. Поехали вопросы для Алексея Николаевича. Начнем с тех, которых по QR-коду, потом сообщество YouTube, клуб зрителей обязательно закрытый и вот, конечно, чаты, наши чаты. Режим, как всегда, пытаемся объять необъятное, вопросов, правда, очень много. Но если какой-то вопрос, как говорится, цепляет в душу, душевно в душу, ну тогда как бы никуда не торопимся, раскладываем как есть. Поехали. Алексей Петра Кей спрашивает, как по вашему мнению, ответит ли Евросоюз на глушение GPS хоть каким-то действием, раз уж в масс-медиа пошла тема про 3 месяца проблем гражданской авиации, то просто замалчивать без последствий не получится. Или получится? Почему? Они назначат еще одну встречу Зеленского в Путина со всей решительностью. Ой, ну началось вот это все. Благодетель. Алексей, вы не находите в себе сходства с Тирионом Ланнистером, человек, который всегда играл умом, а не мечом, аутсайдером, оказавшимся в центре великой игры, где большинство живет иллюзиями чести и ненависти, а он понимает цену только расчету. Тирион однажды оказался перед страшным выбором: предать род или и привычный мир ради того, чтобы добыть шанс будущему, если наступит момент, когда для спасения Украины придется заключить союз с Дейнерис, той силой, что сегодня кажется абсолютным злом России. Сможете ли вы, как Тирион, пойти на этот шаг, принять роль предателя, ну, в кавычках предателя, для современников, чтобы через десятилетия история назвала вас спасителем? И где заканчивается, это вот серьезный вопрос, долг перед нацией и начинается долг перед будущим? Во-первых, нации не существует. Существуют только народы. Во-вторых, в будущем же тоже будет какой-то народ. Осталось только выбрать между народом нынешним и народом будущим. А чем тот народ лучше этого? Может, он хуже будет. Я руководствуюсь другими вещами. Уж не знаю, кто из персонажей «Игры престолов» ими руководствовался. Мне как бы эстетически обидно, когда так все глупо, тупо, примитивно и так много зла. Я хочу, чтобы было хорошо, красиво и добро. Причем для всех наций сразу. А Россию я абсолютно злом не считаю. Олег Ф. Здравствуйте, Алексей. Как вы думаете, в связи с тем, что произошло объединение глобального юга, который, как вы считаете, победил глобальный запад, с точки зрения геополитики, мы понимаем, мы можем пытаться анализировать возможные будущие события. А что вы можете сказать относительно уровня жизни в странах запада и юга? Изменятся ли эти параметры? Станут ли жители условного США жить хуже и беднее, чем до этих глобальных перемен? Я не специалист по образу жизни, но могу сказать, что китайцы среди класс не сильно живут хуже уже многих западных этих самых среднего класса. Наверное, как-то это все будет меняться, изменяться и так далее. Там же проблема была в чем, что когда-то был отрыв там в десятки раз, что было лучшим подтверждением версии о преимуществе белого человека. Сейчас такого нет. Миллиардеров в Китае больше, чем во всем совокупном Западе, по-моему. А там средний класс живет, ну, не сильно хуже, а, наверное, будет жить еще лучше со временем. Но вот Запад проиграл, потому что Запад потерял самого себя. Значит, вот такой вопрос от Ивана. Хотел бы задать вопрос Алексею. Почему вы считаете, что Лукашенко из 3 президентов самый адекватный? Демография в Беларуси валится, сотни тысяч ежегодно уезжающих самых талантливых и образованных, полное отсутствие прав свобод, здравоохранение, армия, экономика. Везде же спад. Чем же он хорош для будущего Беларуси? Спасибо. Тем хорош, что он не дает втянуть Беларусь в войну хотя бы. Это нужна такая эквилибристика для этого, что вы себе не представляете. Поэтому он играет на исходных условиях, какие есть, которые заданы и реально географическим положением, экономическим положением Беларуси. Вот, в первую очередь геостратегическим. Теми картами, которые сданы, играют очень умело. Беларусь зажата же в невыносимом положении. Страна без выхода к морю. Страна зажата двумя враждующими блоками на разломе геополитических плит. С очень непростым демографией. 25% католики. Еще
большой, говорят, 20 польского происхождения. Ну, и в союзном составе союзного государства, но в войне участия не принимает. Ну, то есть такая, если за 26 лет там, или за сколько правления Путина Лукашенко не дал себя втянуть ни в одну прямую авантюру. Да? Войну и так далее. Я имею в виду для Беларуси авантюру. Поэтому, ну, попробовали бы вы сыграть такими картами. Что касается адекватности, ну, вы явно превратно поняли. Там среди 3 президентов это же не соревнование, кто там 100-метровку пробежит. Он адекватен на своем месте. Мы не знаем, как бы он был адекватен. Все эти условные как это, сослагательное наклонение в стиле, а вот если бы он был на месте Путина, на месте Зеленского, это все есть так, как есть. А воображать можно все, что угодно. Значит, переносимся в закрытый клуб Шелеста. Отсюда пару вопросов. Значит, вопрос от белорусского москвича. Как в политике обстоят дела с этикой? Написано с большой буквы. Старших слушать и уважать не нужно, типа 40-летний учит 70-летних. Спасибо. Только уважать старших. Это какая-то очень смешная установка, такая же, как вот эти все, которые за картонки у нас, пропагандисты, они рассказывают, что апеллируют к молодежи. Вот молодежь, молодежь, она перемолодежь. Молодежь – опора всех тоталитарных режимов всегда была. И самое злое творило, посмотрите, Хундайбина, вспомним в Китае хотя бы там, да, и так далее. Поэтому и старость, и молодежь – это ни о чем. Человеку не важно, сколько лет, важно, про что он и зачем. Понимаете? Да. Поэтому, может быть, 15-летний гений и 70-летний идиот полный. Надо уважать за направленность человека, а не за то, какой у него возраст и сколько он пережил. Пережитому можно сочувствовать. Но уважать просто потому, что ему много лет. А если он старый маразматик, который хочет уничтожить и волю направляет на зло, то как его уважать? За что? По плодам надо судить. Христос же дал совет, который на все времена. Судите по плодам. Алексей, ну там Кулеба жалуется, что втихаря свалил, а вот стало интересно. Есть ли в офисе президента высокопоставленные люди, которым противно выполнять ту работу, которую выполняют? Те, кто по ТВ вроде как профессиональные украинцы, а внутри имеют убеждения по повестке, схожие с вашими. Короче, наши в офисе есть? Есть. Значит, хорошо. Их очень много в украинской власти. Был бы другой центральный сигнал, они бы тут же проявились иначе. Есть чистые приспособленцы. Есть люди, которые действительно думают иначе, но они играют свою игру. Ну, свою личную игру. Тут надо подчеркнуть. Да. Потому что когда ты человек против своих убеждений, условно, на кухне, но служит интересам вот этим, оно противоречит. Да, это приспособленцы, к сожалению. Личным, да, в целях своей личной карьеры, выгоды. Приспособленцы, да, к сожалению. В недавнем матче Украина-Франция виделся большой баннер «Украина, фортеця Европа». Вопрос. Украинские военные об этом знают, что они гибнут за счастье европейцев? Ну, как это, реестровые бандеровцы, да, рассказывают нам эти сказки. Но реальная армия – это же несчастная, нормальный такой пехотинец, средний возраст которого 47-49 лет, который зарыт в землю, как в норе, и боится оттуда даже высунуться. Потому что в пиве летает. И только если враг подходит близко, у него хватает яиц, ему по рации передают, что надо это, он может выйти пострелять там в ближнем бою и опять спрятаться и не отсвечивать. Вот. Поэтому их мнение еще предстоит спросить, как оно на самом деле. Я думаю, что оно будет очень некомплементарным ни центральному сигналу, ни мнению профессиональных украинцев. Кстати, очень интересный вопрос по поводу дронов. Возможно ли, как когда-то Пригожин кто-то выйдет и скажет: Сырский, Шмыгаль, где дроны? Я не думаю. Они же привыкли рассказывать, что россияне генетические рабы. Ну, вот вам пример Пригожина, да? А где у нас такой?
Уж таких лагерных и сглаженных, как воинов света и воинов свободы, как украинцы, трудно поискать. Еще в советское время была пословица, что если в Москве стригут ногти, то в Украине пальцы обрубают. То всегда пытались быть святее самого Папы Римского и шагать в ногу похуже самых там страшных арабских москалей, как рассказывают нам здесь пропаганда. Более бунтивного народа, чем россияне, представить себе невозможно. На самом деле. А вот украинцы как раз показывают чудеса приспособляемости, к сожалению. Оксана Бондаренко. Россия с самого начала заявляла госпереворот, спонсируемый Западом, строительство военных баз, биолаборатории, нацизм. Многие, вы и ваши коллеги, говорили ИПСО, пропаганда. Украинцы сделали выбор осознанный, быть антироссией. Уже на 1 сентября у вас учителя толкают речи от сердца к солнцу, жестикулируя рукой. Несмотря на многолетние бесплодные переговоры, когда Украина стала угрожать безопасности России и гражданам, общее прошлое двух стран потеряло свое значение. Россияне точно не индейцы, Запад не платит им, а вы стальной дикобраз. Так что, в общем, 2 года назад вы же тоже собирались пить кофе в Крыму? Или я не права, спрашивает Оксана Бондаренко. Вы хотите спросить, собирался ли я пить кофе в Крыму? Собирался. Под этими лозунгами, И антироссийскими. нет, не под антироссийскими лозунгами. Заметьте, я был первый, кто выступил против издевательств над пленными. Будучи Не, еще в офисе, будучи еще... стоп. Да, Подождите. Издевательство над да. пленными – это одна история. А антироссийские, националистические, от сердца к солнышку, вот эти Не-не-не. все, скажем так, это другая история. Нет, это совсем та же самая история. Идут они всегда в комплекте, в праздничном наборе. Я категорически был против расчеловечивания россиян с самого начала противника, потому что это противно не только человечески. Это я еще знаю, как человек, увлекающийся психологией, к чему это приводит. И вот оно привело. Кроме того, это противно законам воинской чести. Во-вторых, я никогда не был антироссийским настроен, антирусским. Я сам. Просто я верил, что в Украине возможна свобода. Но когда свободу заменили мовой, да еще не просто мовой, а начали запрещать все российское, мне профессиональные украинцы быстро объяснили, кто я такой. У меня были иллюзии, что можно быть русским гражданином Украины. Конституция все гарантирует, живи, люби, служи и так далее, и так далее. Они мне очень быстро, и включая моих коллег по офису, которые транслируют этот центральный сигнал, начиная с резидента, объяснили, что я не такой. Угу. Не такой. Не такой, и никогда таким не буду. Куда я их не целую, у них везде жопа. Мне пришлось сделать свой выбор. Рано или поздно. Я, заметьте, делал его очень неохотно. Потому что мне надо было очень долго и основательно убеждаться в том, что они действительно такие. Они притворяются на время войны. А то я понял, что они в сущности такие. Да ладно. И Зеленский такой. И Зеленский такой. Поэтому Так это откуда у него это все? У это советского? приспособление, потому что он приспособленец из приспособленцев. А такие самые страшные. Все неофиты всегда страшнее коренных. Поэтому, особенно когда хотят выслужиться. Поэтому, А перед кем выслуживается Зеленский? как же активисты, радикалы, всякие такие, кто у нас страной правит с 2014 года. Британцы. Да, там стоящие за ними умные люди. Поэтому я честно хотел попить кофе в Крыму за свободную Украину. Освободить. А за мовную Украину я не хочу пить кофе даже в Киеве, друзья. Выплату погибшего солдата растягивают на 80 месяцев. Почему для тех, кто остался жив, но теперь или парализован, или без руки и ноги, государство Украины не хочет платить? Или хотя бы половину от этих 15 миллионов? Неужели мертвых у нас ценят больше, а на выживших можно покласть с прибором? Да денег нет просто. Выживших можно за нос водить, а как ты мертвых будешь водить? Что ты будешь родственникам говорить? Вы знаете, как вообще эти выплаты организовались по 15 миллионов? Нет. А в начале войны европейцы дали на 25 тысяч погибших денег. Сказали, мы вам обеспечим. 20 или 25 воюете. Потом, когда их стало больше, это где-то, наверное, июль 22-го, поставили вопрос, так что сокращать теперь, и сошлись на том, что сокращать неудобно. Надо оставлять так же, как есть, иначе будет большое общественное возмущение.
И пошли вот эти 15-миллионные выплаты. А нам помножить на количество погибших и в перспективе погибших никакого бюджета не хватит. А живых можно поводить за нос, можно перенести, соберите еще одну справочку, вот здесь недостаточно, здесь не та подпись, печать немного смазана и так далее. И таким образом растягивать. Мгм. Ну и в прямом эфире из свежего Трамп публикует фотографию, ну, пост в честь день рождения Девы Марии и называют ее царицей мира. Мира не world, а мира в смысле peace, ну, в смысле мира. Поэтому, в общем, Нобелевская премия, наверное, плачет где-то по Трампу. На октябрь посмотрим, успеют ли или нет. Перейдем к вопросам из чатов. Начнем с чата Александра Шелеста, а потом перейдем к Алексею Николаевичу. Нур Казах. Здравствуйте. Представим, Украина и Россия заключили мир. Но на территории Украины начинается полугражданская война. Не попросит Запад Россию вторгнуться снова для контроля атомных электростанций, как в сериале «Оккупация». Может и попросить. Но Россия может и не спросить Запада, а сама вторгнуться, чтобы что-то там проконтролировать и так далее. Мария, Алексей, что вы думаете о расследовании Шария про Дубинского? Я не смотрел, не смотрел. Ну, вот эти списки, что это троянский конь засовывают, всунули россиянам, а на самом деле это такая новый проект офиса президента. Я не смотрел, но как только кого-то называют проектом офиса президента, я сразу понимаю качество этой аналитики, прости господи. Вот смотрите, как только кого-то называют проектом, сразу можете это сливать все в унитаз. Так это не работает нифига. Тем более в украинской политике. Здравствуйте, вопрос. Сколько у Арестовича татуировок? Вижу одну на руке, и где, кем она сделана, и что-то означает, или просто казацкий драйв? А вы мужчина или женщина? Кап. Сейчас посмотрим. Кап. Мужчина или женщина? Не, непонятно кто. Ну, если вы женщина, напишите мне в личку, я покажу вам оставшиеся татуировки. Значит, до 2014 года Украина была УССР 2.0. После 2014 это УНР 2.0. Правильно ли сравнение? Ну да, и кончат точно так же. Никитер, готов ли Зеленский поступиться своей личной гордостью, амбициям, чтобы спасти Украину? Вы сильно удивились бы, если это произошло? Не, он может поступиться личной гордостью, только спасая самого себя. Он даже если так будет продолжаться, скорее всего, он попытается это сделать, но уже, наверное, будет поздно. Очень интересно, кстати, это вот о вас. Анна. Алексей Николаевич, ну странно, что вы, работая в высших органах власти, не понимали, куда толкают страну. Вы слишком умный, чтобы поддаться пропаганде и прозревать вдруг стали, лишившись госслужбы. Вы не понимаете, как это работает. Это не ум работает, это установка. В том-то и проблема, почему очень-очень многие люди поддержали национал-социализм. Выпускники немецких университетов, Хайдеггер, суперфилософ и так далее. И почему в Украине это происходит очень много людей, да и в России искренне заблуждаются на Западе, потому что установка базовая. У меня была установка, что Украина при всех ее недостатках огромных, это все-таки про свободу. А эта установка изначально очень сильно искажала данные, которые к тебе попадали. Потому что ты смотришь на них и по-другому оцениваешь. Ну да, есть куча отдельных недостатков, но все-таки про свободу. Потому что Украина не про свободу стало понятно в начале апреля 22-го. Мне окончательно. А дальше уже постепенно, ну как, я начал подозревать, а дальше пошло. Алексей, боитесь, что вас могут убить и идет ли уже охота? Не знаю, идет ли или нет, не боюсь совершенно. Объясните. А я так много был в ситуациях, когда я не знаю, буду ли я жить через минуту, что как-то у меня атрофировался рефлекс боязни. Макс Котш. В начале войны в обращении Путин предлагал военным договориться. Залужный мог остановить этот ад?
Нет, конечно. Залужный классический военный. Он без политиков, без направляющей руки сам не знает, что делать. По крайней мере, тогда не знал точно. Ну, выполнять приказ, установки политические. Он мог против них бурчать, возмущаться и так далее, но все равно должен быть начальник. Мгм. Ну, Алла интересуется, не знаю, в курсе вы или нет. Вообще, конечно, интересно, если там брать такую подноготную из староофисных, да. Мы сегодня это такая тоже интересная. Ну вот Алла Железняк. Правда, что Миндич человек, который следит за деньгами Зеленского и Ермака, и по поводу этих 1,7 миллиардов долларов, мол, принято решение убирать Тимура Миндича. Из того, что я слышал, Медич следит исключительно за деньгами Зеленского, а Ермака туда даже близко не пускали. Ермаку, бедному, приходится следить самому за своими деньгами, судя по всему. Мгм. Значит, Алексей Николаевич спрашивает, Вильный казак. Как найти новые подходы к вычислениям, поискам перспективных материалов вместо кремния, который в обозримом будущем может себя исчерпать? Спасибо, конечно, за доверие, но я не специалист по материаловедению. Извините. Ну, Алексей Николаевич, ну вы как камень. Вот смотришь на вас, и хочется задать вопрос про... Это иллюзия, что я много знаю. Я знаю все, но кроме материаловедения. Практически все. Ну, спасибо за доверие. Да, 95-й квартал Ураля. Уничтожение русского языка – это инициатива власти или установка от Запада? Это инициатива власти Запада близко такого ничего не думает, декларирует то на самом деле все остальное, сбережение малых языков, всех языков и так далее. И, по-моему, больше половины стран Европы либо либо многоязычны, либо содержат автономию языковую очень серьезно. Вот я, например, во время Baltic Security Forum в 2023 году встречался с финским аристократом, шведским бывшим, который гражданин Финляндии, член парламента. Он по-фински не разговаривал, только по-шведски. Из этого меньшинства. То есть ему финны переводили, он член финского парламента. Переводили эксперты, всякое такое на шведский. Поэтому это чисто установка украинской идеи. Причем, посмотрите наши этюды с Ильей Чедолумой, у меня есть на канале, про развитие украинской идеи, генезис, даже из тех видов национализма, которые были в конце 19-го, начала 20 века, вариантов, штук 12 их было разных направленностей, и даже из тех 4, которые были резко антироссийскими, потому что виды были украинского национализма за союз с Россией. Это потом в истории НР проявлялось, они там чуть ли не клятву верности давали, хотели остаться в объединенной бывшей там Российской империи и так далее в виде федерации. Только один был антироссийский, откровенно, жестко, и вот он именно победил, самый маргинальный, как часто бывает. Поэтому это чистая установка на такая очень поздняя. Меня в этом смысле забавляет Запад, который на деле и по Конституции, та же Европа, педалирует совсем другой подход к языковой и национальной проблеме, но в Украине тщательно не замечает то, что это происходит. Не то, что здесь право пропало, не то, что здесь людей убивают, вот журналистов, там, да, которые расследованием занимаются, не то, что здесь нарушается Европейская хартия языков, там, да, вся логика левоцентристская, да, социалистическая. Им как-то так, типа, ну, главное, чтобы вы были там стальным дикобразом против Путина, а нарушение, церковь, язык, какая разница, какая ерунда. Лицемеры страшные. И этим лицемерием пользуется вся эта мешпуха. Она думает, что это мобилизационная технология, что если людей все время накачивать на человеченку и кричать, что украинцам быть важнее, чем человеком, да, а россияне генетический мусор, то люди такие так и будут стрелять в сторону России, сидя на фронте. Вот. А на деле происходят очень интересные тенденции. Например, все больше людей переходят на русский язык снова в Украине. Блогеры переходят на русский язык, снова возвращаются. Вот, молодежь на русском там и прочее, прочее. Потому что русский в Украине украинский стал, к сожалению, языком душного официоза, лжи, пропаганды, античеловеческой, человеконенавистнической, а русский языком доверия, языком честности, прежде всего честности перед самим собой. Вот меня что поражает, что в этой вакханалии находятся украинцы, которые на украинском языке, такие настоящие классические украинцы, которые в семье разговаривают на украинском, с тобой разговаривают, в жизни говорят, ну так же нельзя. Вы что делаете? Которые пытаются сберечь характер нормальной Украины.
Смотрите, какой бы была бы Украина, если бы она любила все украинское, не нападая на другое. Вот идеальная же страна. И войны бы никакой не было в помине. Вот простая вещь. Любите украинское, да не схочу. Зачем вам нападать на чужое? Почему это оборотной стороной любви украинского не обязательно стать нападение на русское, венгерское и так далее? Словацкое, румынское, болгарское и прочее. На кого у нас только не нападают. С кем только не пытаются поссориться эти товарищи. Поэтому бандеровщина и петлюровщина – это чума. Чума. Я вспомнил. Чума, которая губит Украину. Ее надо вымести из Украины. Из Украины сделать нормальную страну. Помните, Сейчас же, да, сейчас песня, же вопрос. Да. песня такая была, какие-то фабрики российские, там, Ираклий Перцхалава, что это, что крутится в голове. Вова Чума. Вот это вот хорошая песня. Сейчас ко многому подходит. Пророческая. Смотрите, все очень просто. Украина стоит перед реальным выбором, уже озвученным не маргинальным, проклятым Арестовичем, негодяем, сволочем, предателю нации, а вполне себе респектабельным почти главой исполнительной власти европейской страны НАТО, Орбаном. Первая вилка звучит так: сохраняет политическую независимость, не теряет политическую независимость. Вторая: сколько будет Украины, сколько из них сохранит, а сколько потеряет политическую независимость. Ни больше, ни меньше. И сколько деревней по Сырскому не отбивай, сколько русских слов в день не забывай, эта вилка никак не меняется. Тогда декорации сразу отметаем, надписи на них можно не обращать внимания. Вопрос: вы чего хотите? Каждый должен ответить для себя. Чат Алексея Арестовича. Амиго. Какими чертами характера отличаются русские и украинцы? Ну, это большой вопрос очень. Мне не хотелось бы вникать в сравнительный анализ, потому что каким ты точно не будь, обязательно кажется, что ты кого-то какую-то черту не упомянул или как-то там не так трактовал и так далее. И дело не в том, что в Нет, осуждении. смотрите, давайте так. Да. Отличается или это одинаковая история? Нет, ну, народы-то разные. Они, конечно, братские, но они реально разные. Ну, то есть это два разных народа. Просто они братские, у них символический капитал общий. И они, в принципе, все могут быть и должны быть названы русскими в шапке, но внутри этих русских они и белорусы, и россияне, и украинцы. Ну, вот разные обычаи, разные обряды, разный фольклор, при всей похожести, разные языки, в конце концов, реально существующие языки. Просто эти различия куда меньше, и куда меньше должны служить поводом для конфликта, чем за это пытаются выдать. Вот. Я смотрю, могу сказать, что внутри России, например, поморы от казаков отличаются так сильно, что побольше, чем украинцы от белорусов и от россиян. И ничего. Поэтому, да, отличаются. Ну, внутри России отличаются. А разные украинцы не отличаются. Он Лемков сравните с, я не знаю, с кем, жителями Донецка. Даже донецких сел, говорящих на украинском. Что два разных народа покажутся. На двух разных языках разговаривающих. Олеся спрашивает. Бацман. У вас на канале. Алексей, объясните противоречие. Вы говорите, что Путин не трогает Зеленского, так как он эффективнее губит Украину. При этом условия Путина — выборы и убрать Зеленского. Так какой вариант в итоге? Так ему нужен не смерть Зеленского, а легитимный лидер Украины, с которым можно подписывать соглашение. Вектор туда направлен. Это же не эмоции. Путин же не комментатор, при всем уважении. Каждый второй наших с Сашей телеграм-каналов, вернее, наших с Сашей эфиров в YouTube, не бот. Он проводит политику, стратегию определенную, ведущую к определенной цели. Ой, Артем, конечно, Воронюк. Молодец, говорит. А если докрутить ситуацию вокруг Кулебы, сможет ли он стать конкурентом Залужному в партии войны? Кулеба никогда в жизни. Кулеба академический преподаватель, классический хороший мальчик в очках и так далее. Куда? Ну, ничего тяжелее вилки он не держал. Все это военное ветеранское стадо потом удерживать, скручивать ему голову, ставить на место. Это надо человека с яйцами. Куда там Кулебе? Вы что? Ездил ли Арестович в Москву к Когда? Януковичу? Когда? Ну вот, Гордон писал, я так понял. Не успел. Срочно Арестович летит к Януковичу в Москву договариваться. Значит, друзья, давайте вот
закончим на вот этой такой очень личной теме, потому что, ну вот, это важно. Вот так вот, чтобы выпустить немного пар. А, Вопрос. Играете ли вы в компьютерные игры, смотрите ли кино и сериалы? Что из последнего понравилось? Компьютерные игры практически не играю, тогда могу, размышляя о герое Меча и Магии 3, включить и погонять коников там. Фильмы, сериалы. Ну, «Задача трех тел» мне понравилась. НБОшная. Очень сильно. Ну, вот такой, как бы, посыл, рекомендация на вечер от Алексея Арестовича. Больше по QR-коду в школе мышления и коммуникации Алексея Арестовича, поэтому переходите, интересуйтесь. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Угу. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели сегодняшний эфир. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.